Всем привет! Вы на канале Татьяна Мертвого турецкие узоры. Сегодня я вяжу вот такие тапочки, полностью связанные тунисским вязанием. Подошва тоже тунисом. Значит, набирала я с мыска, делала прибавочки. Набор у меня 21 петля, серединка 11, по бокам по 4 петельки. С каждой стороны по одному накиду я делала. И всего 51 петля. Получились они у меня на размер 38, хотя вязала на 39. Почему-то получились на размер меньше. Ну ладно, какие ниточки у меня в этот раз? Может быть, нитка другая. Вот такие вот нитки. Акрилик. 100 граммах 250 метров. Турецкие нитки. Именно для тапочек. Патиклик, это по-турецки будут тапочки, патики. Что я еще вот понаходила в запасах? Вот такие розовые для цветочков. Вы можете подобрать любые цвета. Здесь главное, чтобы они по цветовой гамме подходили, чтобы все это сочеталось. Покажу вам, как я их вязала, хотя такая модель у меня уже была. Ну, ладно, покажу еще раз в другом виде. Теперь, вот я схемку нарисовала, как всегда. Это был кусочек вышивки со скатерти или с подушки, я уже даже не помню. Почему-то он мне понравился, я его немножечко края доделала. Вот такая вот схемка простенькая. Тут тоже можно по-любому это вот кружево делать как хотите. Тут можно чередовать. Можно края сделать синим. В общем, на ваш вкус. Но я вот так вот сделала. Значит, что я в этот раз сделаю? Сейчас я наберу на спицу 21 петлю. 21 петлю набираю на спицу. Стала в последнее время набирать на спицу. Так потом легче первый ряд провязывать и снимать. Обычным способом 21 петлю. Так, 2 у меня здесь, 2, 3, 4, 5. Набираем. 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Ой, 20, 21. Хватило. Я все время на глаз рассчитываю ниточку, поэтому не пользуюсь никакими правилами. Так, а теперь эти ниточки снимаю тунисским крючком. Петельки вытягиваем по петельке. Вот поддела. Вот так по одной до конца набираем петельки. Понятно, да? Наберем петельки и вернемся обратно. Набираем до конца петельки. Набрала я петельки. Забыла сказать главное. Крючки у меня, как всегда, номер 2,5 тунисский крючок. Пока количество петель у меня маленькое, я буду вязать одним крючком. Потом я перейду, у меня крючок на леске. Можно вязать или же одним длинным крючком, если у вас есть, или 2 крючками. В общем, вот так вот. Теперь возвращаемся обратно. Со второго ряда начну делать накиды. Возвращаемся в начало ряда. По одной, по 2 захватываю, через 2 протягиваю, ниточку захватываю и через 2 петельки. Так, второй ряд. Я первый наборный считаю. Так, что мы делаем? Первые 4 петли провязываем. 1, 2, 3,
4. Теперь накид делаю на себя. Одна петелька, вот у нас между накидами будет, мы ее провязываем. Опять накид на себя. Средние 11 петель провязываем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид на себя. Одну провязываем. Накид на себя. И последние боковые 4 петельки провязываем. Раз, два, три. И последнюю под 2 дужки я ввожу. Ой, тут неудобно. Я первые ряды, они немножко затруднительно. Потом развяжется. Крючком подтяну ее. И возвращаемся обратно. Накиды провязываем обычными петельками. Узор я начну с 3-го ряда. Вы можете начать со 2-го ряда, чтобы больше вместилось. Вот он накид. Вот он накид. Тоже захватываем, как обычно, провязываем. Я набрала 51 петлю всего, но вы примеряйте. Если вам будет узко, расширяйте до нужного вам размера тогда. Сейчас также провяжем еще один ряд, а с 3-го ряда я начну делать узор. Так, идем до конца. 2-й ряд, это какой у нас? Раз, два, 3-й ряд, да? Что-то я запуталась. Угу. Раз, два, три. Раз, два, три. Первый, второй, третий. Сейчас посчитаю петли. Надо, чтобы посередине у нас было 15 петель. Начнем провязывать узор. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 с накидом. Ага. Значит, сейчас начну провязывать узор. Смотрите. В рядах ошиблась. Опять провязываем до накида. 4. Делаем накид. Одну посередине. Накид. Теперь это у нас средняя часть. Провяжем 5 синим. Это вместе с накидом будет. Раз, два, 3, 4, 5. Потом вводим белую нить. Провяжем 5 петель белым. Это будет у нас начало кружавчика этого узора. 5 белым. Нить потом распределю на 2 отдельных голубых моточка, чтобы не было большой протяжки. Первый ряд я ее перекину, а потом разъединю. Два, 3, 4. Так, 5 белым провязали. И следующий у нас 5 синим вместе с накидом. Раз, два, 3. Вот накид с предыдущего ряда. 4 и новый 5. Одна петелька между ними. Опять накид и петельки с боковой стороны. Раз, два, 3, 4, 5. Возвращаемся обратно в начало ряда. По 2 петельки возвращаемся обратно. Довязываем до конца. Так, следующий ряд.
Что я хотела сказать? Накиды я буду делать в каждом ряду с двух сторон, с боковой части, с центральной части, расширять до нужного мне размера. Вот сделала накид, между ними одну петельку провязала, опять накид. Узор у меня по центральной части, вяжу его по схеме. Так, теперь раз, два. Сколько у меня получается? 5 синих. Это второй ряд узора. Так, раз, два, три, 4, 5 синих. Теперь одна белая, одна зеленая, три белых. Раз, два, три. Опять одна зеленая. Я сейчас тут маленькая протяжка, протяну ее, а потом дальше подключу отдельную зеленую ниточку. Так, и что? И опять одна белая. Вначале будет несколько хвостиков у нас, но вы не пугайтесь. Дальше все будет чисто. Эти первые хвостики мы их заправим. Вот, до конца вяжем теперь голубой. 2 клубочка я голубых сделала. Вяжем до конца голубым цветом. Этот хвостик сразу заправляем. Переплетаем его. Накид на себя. Одну провязали. Накид на себя. И последние петельки с боковой части. Провязываем, возвращаемся в начало ряда. Высоту я провязала 30 рядов. Возвращаюсь в начало ряда. Все, дальше вяжем по схеме. Немножко повяжем сами. Я к вам вернусь опять. Сейчас я сниму, вот так вот, возвращаемся в начало ряда. Сниму сейчас тапочек, покажу вам изнанку. Вот смотрите. Вот такой вот он получился. Ну, он тянется. Поэтому, ну вот. Сколько это у меня получилось? 23,5 сантиметра. Да, на 38 размер он будет. Я вязала подошву номером 3, чтобы не был он сильно жесткий, а верх номером 2,5. Поэтому смотрите сами, что хотите помягче, вяжите номером 3 полностью. Так, что у меня тут с изнанки? Вот смотрите. Вот это вот вперед. Вот эти вот все хвостики вот здесь сразу заправим. И нить вверх проводим. По ходу вязания ее просто переплетаем. Поэтому можно сказать, что изнанка чистая. Вот. Нету здесь никаких грязи, никакой нету. Хотя раз, два, три, 4, сколько тут ниток у нас. Вот так вот. Возвращаемся обратно. Что у нас там по схеме дальше? Не забываем про накиды. Последний ряд, когда у вас будут последние накиды, последний ряд, я их провязывала через ряд, последние 4 накида, чтобы немножечко закруглить, чтобы не было резкого перехода в конце. Ну, вы можете этого не делать, как хотите. Так, зелененькая. 3 белых. Ниточка над ниточкой. Так, что тут? Больших протяжек не делайте. Ну, я просто разные нитки отрезаю, длинные нитки. Здесь узор не сильно длинный, поэтому... Вот так все довязываем. Вяжем дальше по схеме. Повяжем немножечко до серединки, и я к вам опять приду. Я пришла к 11 ряду.
У меня всего получилось 49 петель, но мне нужно 51 на мой размер. Поэтому еще 2 петельки я сделала прибавки вот здесь, с боков. В середине не делала. Значит, у меня в метраже 100 граммах 250 метров. Если у вас нить будет тоньше, то тогда делайте с двух сторон еще прибавки. Примеряйте, опять же, 53-55 петель. У меня вот получилось на 37-38 размер. И я набрала 51 петлю, и 11 петель у меня будет на подошве. Теперь следующие ряды я буду провязывать без накидов уже. Вот у нас здесь накид с предыдущего ряда. Я его провяжу. И дальше, как в обычном тунисском вязании, вяжем все ровным полотном. Узор вяжем по схеме. Накидов я больше не делаю. Буду вязать нужную высоту мыска до разъема. Так, сколько я тут провязала. Теперь что у нас здесь? По схеме у нас что идет? Это третья. Третья. Одна белая. Раз, два, три, четыре. 4 белым цветом. Ой, подождите. 4 белых провяжем. Раз, два, три, 4. Теперь вот одна зеленая, 2 белых. Теперь цветочек. Он через один ряд у нас идет. Одна розовая. Эту розовенькую, вот, не забываем их поднимать, чтобы не было длинных протяжек. Перекинули и дальше белым продолжаем. 2 белых. Одна зеленая. 4 белых. Все, и дальше до конца все вяжем голубыми. Можно здесь, конечно, вот его собрать в кучку, это вязание, и провернуть оставшиеся петли. Но я, чтобы не напрягаться, использую или второй крючок, или же на леске у меня есть крючок еще один. Поэтому, ну, у кого-то, может быть, я туго вяжу, кто-то вяжет мягче или нитки более тонкие, тогда вязание будет мягкое. И его легко будет собрать вот так вот. Возьму второй крючок. Потом перейду на лесочный. По-моему, 2 крючками вяжу одна только я. Так, довяжем до конца. И дальше по схеме закончим мысок и начнем делать разъем. Вот так вот все. Почему я последнюю петлю постоянно путаю? Вот, по 2 дужки завела, захватываю нить и по 2 возвращаюсь обратно. Это мой способ вязания. Вы вяжите как знаете или как удобно. Я вяжу так. Вот такая. Край такой у меня получается. Не растянутая, ровненькая. Так, все. Все. Вот. Подтянула. Перешла на первый крючок. И продолжаю. Возвращаюсь в начало ряда. Не забываем перекидывать ниточки, чтобы
изнанка у нас была более-менее приличной. Вот так вот у нас будет. Так вот. Вяжем до конца ряда. Дальше идем по схеме. Вот схема, кто еще не заскриншотил, я ее потом ставлю. В схеме ничего сложного нету. Давайте довяжем до разъема и будем делать боковые стороны. Провязали нужную длину мыска. Я сделала 30 рядов, мне достаточно. Значит, теперь будем вязать боковую сторону. Вот этот вот узор, он будет продолжаться у нас по боковой стороне. Средние 7 петель я оставляю для проема. Боковая сторона у меня будет 22 петли. У вас, опять же, может быть, чуть меньше, чуть больше. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 20 набрала. 21, 22. Все, 22 петли набрала на боковую сторону. Вот получилось от зеленой петельки и до зеленой 7 петель, средних 7 петель. Я их оставлю. Это у нас будет проем. Все, набрали. Теперь по рисунку, вот как мы здесь вязали, так и по всей длине боковой стороны будем его продолжать. Возвращаюсь обратно и вяжем боковую сторону. И также потом с левой стороны подсоединим нить и в том же порядке свяжем левую сторону. Все провязываем до конца. И как обычным тунисским вязанием, только не забываем про узор. Я провязала 30 рядов. Вы ориентируйтесь по своим ниткам, по своему размеру. У кого-то меньше будет, у кого-то больше. Так, вот. И опять 22 петли и идем дальше. Понятно все, да? Вот, доходим до разъема и возвращаемся. Вяжем нужную длину боковой стороны. Закончила я вязать обе половинки. Вот такое дело у меня получилось. Теперь переходим к подошве. Так, что я буду делать? Я подошву буду вязать на 11 петлях. Вы можете 10 петель набрать. Опять же, ориентируйтесь по своей ноге. Так, вот первый ряд я набирала на спицы. Теперь под каждой петелькой наборного ряда, вот средние петельки возьмем. Я буду набирать нужное количество петель мне на подошву. Вот протянула. Сейчас я вот сюда. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И сейчас возвращаюсь обратно и буду соединять каждые две стороны. Первый ряд я провязываю на крючке крючком номер 2,5, а дальше буду вязать крючком номер 3. Вот опять я этот хвостик забыла. Сейчас во втором ряду его перекинем. Так, теперь я возьму
Вот в следующую петельку ввожу, вытягиваю. Хвостик запрячем, сразу закрепим. И идем до конца. Пять, 10, вот 11 у меня. Беру за одну дужку, ввожу вот сюда, в дырочку, сразу в первую, протягиваю, захватываю и возвращаюсь по 2 петельки. По 2, по 2, иду в начало ряда. Я подошву расширять не буду. Буду вязать всю подошву на 11 петлях. Можно набрать, например, 8 петель и потом по одной расширить. Если у кого-то мысочек узенький, то набираем меньшее количество петель и немножко расширить. Так, раз. Вот первая петля. Эту вот здесь не провязываем. Вот следующая она идет. Вот ее. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Последняя петелька, подхватываю. Опять ввожу под 2 дужки, захватываю, подтянула, опять захватила и через 2 петельки. Теперь с этой стороны точно так же ввели, петельку набросили, подтянули. Вот здесь у нас остается 2 петельки, и здесь с этой стороны раз, два, тоже 2 петельки, чтобы не перекосило. Смотрите, бывает с одной 4, с другой 2. Такое тоже бывает. И уголочек аккуратненько срезаем. И так пойдем всю подошву. Таким же методом пойдем соединять всю подошву до самой пятки. И пятка точно так же провязывается. Так что вот так вот. Предпоследняя. Вытянули. Последнюю за одну дужку. Под петельками. Захватила ниточку, вытащила. Я сразу протягиваю, опять захватываю и возвращаюсь через по 2 петельки. Вот такой вот уголочек у нас получается. Все, мысочек почти провязали. Перейдем сейчас на подошву. Вот смотрите, вот сейчас последнюю. Вот, вытянули. Вот так мы соединили. И все, поехали. Дальше вяжем таким методом всю подошву до самой пятки. Ну и пятку точно так же, смотрите, шла, повернула и пошла на пятку.
Соединяем так все до конца. Если вам будет узко, подошву можете немножко расширить. Или же просто набрать 13 петель можно набрать, кому в пальцах, может быть, будет узко. В общем, здесь ориентируйтесь по своему размеру. Я просто на 37, 38, 39 вяжу. Вот начало в основном все время 10 петель, 11 вот в таком плане. А дальше уже, если нужно, можно расширить. Вот последняя петелька. Уголочек немножечко не в самую петлю, а вот в уголочек. Закруглили немножко. Вот так вот. Все, возвращаемся обратно. И также вяжем подошву. Давайте довяжем подошву, потом закончим, окантовочку сделаем на тапочке. Тоже я, как всегда, провязала бейкой своей любимой. Можно просто крючком обвязать, кому не хочется с бейкой возиться. Можно просто такой калачик-рулик связать. И вот последняя петелька. Все петельки у меня совпали. Вот, вот так вот. Дошли. И теперь по одной переходим на подошву. Думаю, понятно. Вот такое дело должно получаться. Вяжем подошву. Так, я закончила вязать пяточку по тому же методу, что мы, способу, как мы вязали подошву. Перешли, довязали также пятку. Теперь закрываем. Закрываем петли и будем набирать на обвязку петли. Вот подхватила ниточку и протянула через 2. Вот так я закрываю пятку. Так. Если кому-то широко, вот здесь по одной петельке можно сократить и сойти на нет, на одну, на 2 петли. По бокам можно убрать. Начиная с середины, по одной через ряд сократить петельки. Так, а теперь последнюю поднимаю вот сюда. И вот сразу сюда проведу. И все 3 вместе их закрою. Вот так вот вытяну все вместе. Теперь что я делаю? Сейчас я провяжу 15-16 рядов. Первый ряд провяжу изнаночный, остальные ряды лицевыми. С 7 ряда я начала вязать белым. Значит, первые 6 рядов я набираю на спицы 2,5. Остальные ряды я буду вязать спицами номер 2. Набираем петли. У меня будет в этот раз сколько? 75 петель я сделала. Если получится лишнее, будет широко, можно потом тоже немножечко их убавить по одной петельке с каждой стороны. Вот так вот набираем петли. Первый ряд провяжем изнаночный. Следующие 15-16 рядов, смотрите, какую вы высоту хотите, провяжем лицевыми. И с изнаночной стороны я это дело примонтирую. Все. Все. Набираем по кругу петельки. Опа, перескочила. Вот таким. Набрала синим цветом, чтобы вот здесь вот потом, вот видите, хорошо как видно вот эту линию. За каждую петельку будем прихватывать и монтировать. Сейчас давайте провяжем высоту нашей беечки. Так, и последний шаг. Провязала я вот такую высоту беечки. Теперь выворачиваю.
Все это дело перегибаем. Есть еще способ по лицевой стороне вытягивать петли. Косичка-то такая получается. Но я привыкла делать по изнанке. Поэтому так и продолжаю по изнанке. Попробовала по лицевой. Как-то мне неудобно показалось. Ну, нужно будет еще раз попробовать. Так. Ой. Одну петельку сняла. И вот пунктирная линия голубая. Первый ряд. Одну петельку отсюда. Одну подхватываем здесь. Вот так вот. И соединяем. Подтянули. Снимаю одну. Тут не очень неудобно, конечно, за столом, но вот одну подхватила. И соединяю. Притянула. Сняла. Вот так вот. И так по одной петелечке иду до конца ряда. Вот так вот их соединяю. Вот так вот. Все ровненько разравниваем, чтобы ничего здесь не перекосило, чтобы петельки совпадали. Все, заканчиваем нашу беечку, заканчиваем тапочек.